Всем привет, друзья! Сегодня приготовим настоящее слоеное тесто. По технологии, которую мы сейчас покажем, выпеченная слойка получается идеальной. Слои видны и хорошо отделяются друг от друга. А аромат вам просто не передать. По данному рецепту мы будем готовить тесто для торта Наполеон, а также оно идеально подходит для пышных слоек с сахарной посыпкой и с различными начинками. Существует более простой метод приготовления слоеного теста, но мы сейчас будем готовить по книге, где описана классическая схема, при которой происходит раскатывание и складывание теста с замороженным сливочным маслом внутри. Слойка при помощи такой технологии получается восхитительной. Нам понадобится 460 грамм муки, 240 грамм сливочного масла, 40 грамм яиц. У нас в миске добавлено одно яйцо, мы его потом взболтаем и добавим в тесто уже нужное количество. Также нужно 200 грамм воды, и в воду добавляем лимонную кислоту. При помощи лимонной кислоты создается слабокислая среда, которая улучшает клейковину муки, и тесто становится более вязким и эластичным. Лимонной кислоты добавляем примерно 1/4 чайной ложки. Сливочное масло должно быть хорошо охлажденным, можно даже поставить его дополнительно в морозилку на 10 минут. Или можно вообще использовать сразу замороженное, но тогда будет тяжеловато его натирать. Пока начнем замешивать тесто. Для того, чтобы отмерить 40 грамм яиц, одно яйцо немного взболтаем, чтобы белок и желток смешался. А теперь вносим нужное нам количество сразу в отмеренную воду с лимонной кислотой. Лимонная кислота уже растворилась, немного перемешиваем и отправляем в емкость для замеса. Мы это будем делать планетарным миксером, так как за счет того, что тесто будет достаточно тугим, замешивать его ручным миксером будет проблематично. Также данный процесс можно делать и вручную. Из общего количества муки всю не вносим. Нужно оставить в миске около 60 грамм для дальнейшей работы со сливочным маслом. Отправляем тесто на замес. Будем это делать при помощи крюка. Если бы такого миксера не было бы у нас, можно было бы немного промешать ручным миксером, а затем домесить вручную. Видите, какая плотная масса получается, и вымесить ее ручным миксером до конца точно не удастся. Пока тесто вымешивается, к муке натрем охлажденное сливочное масло. Делать это можно на бурачной терке или вот на таких крупных лезвиях. Перемешиваем с мукой, чтобы масло не слиплось все в один ком, и натираем далее. Еще раз перемешиваем с мукой. Тут не нужно сейчас замешивать, просто смешаем, чтобы мука хорошо обволакивала каждый кусочек масла. Сейчас проверим готовность теста. Оно уже не липнет к рукам, но все еще не до конца вымесилось. Если не домесить тесто, оно при раскатке будет рваться. Чем больше будете вымешивать, тем более эластичным получится тесто. Теперь сливочное масло перетираем с мукой. Полностью оно соединяться не будет, и это нам и не нужно. Масса будет вот такой крошливой. Теперь перекладываем в пакет и сформируем ровный прямоугольник. Прокатываем скалкой и подравниваем края, чтобы прямоугольник получился ровным. Толщина пласта у нас около 8 мм. Кладем в холодильник примерно на 10 минут, и пока масло с мукой охлаждается, проверим тесто. Его уже достали из миксера и немного еще промесим руками. Если планетарного миксера у вас нет, замешиваем тесто весь цикл вот таким образом. Если оно будет прилипать к столу, дополнительно муку не вносим, а используем какой-нибудь скребок, чтобы легче было вымешивать. Руками также замешиваем тесто долго, около 10 минут, что даст улучшение клейковины. Наше тесто хорошо вымешано, оно стало однородным, эластичным. Если сильно надавить, оно немного прилипает к рукам. Теперь вот таким образом скатаем шарик, после чего нужно немного припылить стол, чтобы тесто не приклеилось. Посерединке делаем вот такой разрез, он нужен для того, чтобы тесто в дальнейшем легче раскатывалось. Укрываем пакетом или пищевой пленкой, а сверху дополнительно накроем этой же емкостью, в которой замешивали тесто. И оставляем так на 30 минут, чтобы тесто отдохнуло. Нужное время уже прошло, немного припыляем мукой, и теперь будем раскатывать до такого размера, чтобы пласт со сливочным маслом можно было бы накрыть сверху еще тестом. На момент раскатки тесто не должно рваться. Если будет разрываться, значит оно не до конца вымешанное, и вам придется все дырочки защипывать, чтобы при выпечке масло не вытекало.
Выкладываем пласт охлажденного масла с мукой и закрываем второй половиной теста, хорошо защипывая края. И теперь начинаем формировать слои путем прокатывания теста с маслом внутри, складывая его и вновь прокатывая. И так нужно будет повторить 6 раз. Раскатываем, увеличивая пласт примерно в 1,5 раза. Немного припыляем мукой, чтобы не прилипло, но старайтесь не использовать большое ее количество. Если вдруг образуется воздух, можно проколоть и выпустить его, после чего защипнуть отверстие. Теперь складываем тесто вот таким образом и еще раз раскатываем. Итого у нас уже вышло 2 раскатки и нужно будет сделать еще 4. Пласт получился размером примерно как книжка, но какого-то определенного размера, который должен получиться, у вас нету. Просто старайтесь, чтобы всегда получался в итоге прямоугольник. Отправляем сейчас тесто, укрытое в пленку или в пакет, в холодильник на 20 минут для охлаждения. Данное время уже прошло, достали из холодильника, немного припыляем мукой и вновь раскатываем уже 3-й раз. Также складываем, формируем прямоугольник, а теперь в холодильник не отправляем, а раскатываем еще 1 раз и точно так же складываем. И это получилось уже 4-е раскатывание теста. Сейчас уже отправим в холодильник примерно на 20 минут. После чего еще раз раскатываем тесто, складываем и еще раз раскатываем. И складываем уже в последний 6-й раз. Далее вновь отправим в холодильник на 20 минут для охлаждения. Итого у нас получится 3 охлаждения и 6 этапов перекладывания и раскатывания теста. После истечения 20 минут охлаждения разрезали пласт на 4 части, и визуально можно сейчас увидеть уже слоистость. Припыляем мукой и начинаем раскатывать в пласт. Мы сейчас готовили тесто для торта Наполеон. Раньше для данного торта мы вырезали уже нужного нам диаметра кружочки из теста, но сейчас поняли, что намного удобнее выпекать большим пластом, а уже потом из выпеченного полуфабриката вырезать необходимые коржики для торта. Поэтому раскатываем сразу на силиконовом коврике до тонкого состояния. Толщина нашего теста около 1 мм. Обязательно протыкаем вилкой и ставим в заранее разогретую духовку до 180-200 градусов и выпекаем минимум 10-12 минут до золотистого цвета. И таким образом мы раскатали и выпекли 4 пласта. Для того, чтобы вырезать нужный диаметр коржика для торта Наполеон, будем использовать кольцо, по контуру которого вырежем слои. Вот такая слоистая, хрустящая, ароматная заготовка получилась. А если хотите делать пышные слойки, тогда раскатывайте тесто не так тонко, как мы, а около 5-8 мм толщиной. Сразу разрезайте на прямоугольники и выпекайте до золотистого цвета. Это же тесто используем и для слоек с начинками. Подойдут как сладкие, так и соленые наполнители. Попробуйте обязательно приготовить, это действительно очень вкусно. Своими результатами и вариантами использования данного теста делитесь в комментариях. А мы желаем вам удачи в приготовлении. С вами была студия «Кондитерская сестры». До новых встреч в новых роликах.